Поднимаем автомобиль, фиксируем его противооткатными и страховыми упорами, страховочными. Для откручивания сливной пробки КПП подойдет как квадрат на 8. Такой специальный вот съемник деталь и обыкновенный советский шпингалет. Хоть с трудом видно, покореженный, но это после официалов дело было, после слива с двигателя. Тоже справляется. Вот у нас коробка. Вот сливной болт под квадрат на 8. Точно такой же у нас на сливной пробке поддона картера ДВС. Очень удобно. Все гениально просто. И тут, и там одинаково. Для большего удобства вот эту кофру я зафиксировал пробкой к этому вот шлангу, чтобы максимально высвободить место заливной пробки. Вот сейчас срываем. Вот, все. Буквально небольшое усилие. Пробочка уже пошла. В прошлый раз я масло менял сам. И с завода она точно так же уверенно и без чрезмерных усилий открутилась. Не то, что зачастую я показываю после официалов, особенно с ДВС, да? Там. Так, сейчас не пугаемся, масло будет черное, не удивляемся. Это я в него добавлял молибден. При его добавке проверял, масло было чистейшее. Почему сливаю, почему меняю, расскажу отдельно. Ну, серенькое, вот видим, оно не черное, не ужасающее какое-то, а именно вот молибден. Заметьте, как все аккуратно получается, ни капли мимо, все экологично. Было оно прозрачное, стало вот такой вот интересный, как будто серой краски налили, да, цвет, это не грязь. Не устроил меня молибден в КПП тем, что со временем хуже стало включаться первое. Не то чтобы с хрустом, просто вот, что ожидаемо, в общем-то, синхронизатором стало сложнее работать. Именно вот это на первой передаче проявлялось. Ничего криминального, но меня это не устроило, было интересно попробовать. К тому же масло уже прошло 50 тысяч. Было оно, конечно, чистое, совсем слегка попахивало кислым. Но машина идет на все лето в Крым. А синтетика в этой вязкости там будет жидковато. Поэтому мы зальем сейчас погуще тот же ЗИК ГФТ. Так, сейчас стекает и... Возможно, вот выкрутив заливную пробку, я еще улучшу слив. Ну, конечно, молибден все обработал. И заливная пробка, и сливная, все прям в нем. Его будут незначительные остатки, в общем-то. Вот производство Испания, оригинальную прокладку для заливной крышки купил, она резиновая, все-таки уже машине много лет и пробег приличный. Прокладка потихоньку рассыхается. Видно, что новая чуть толще. Сейчас посмотрим их идентичность. Каких-то она не кислых денег, конечно, стоила. Чуть, по-моему, порядка 200 рублей. Ну да, вот они. Одинаковые. Хотя это кажется чуть уже, но эту просто расплющило. Поменяю. Заливаем ЗИК ГФТ 75 В90. Такая вот на пробке защита полиэтиленовая. Удаляем. Кстати, небольшая протечка была масла, что интересно. Пробка в масле. В прошлый раз так не было. А по дате хочу заметить, что у них сначала идет год. Это вот 19-й год, вторая строка, а число 17-е. Для удобства заливки используем вот такой вот шланг, который пропускаем через подкапотное пространство. Сейчас покажу. И вставляем в заливное отверстие. Разумеется, предварительно сливное закрыв. Если не скучно, можно вставить шланг вот в заливное отверстие. Машина не меньше часа стояла, еще продолжала масло капать. Вот сейчас прекращает. И думать только без слюней. Ну, видите, как потекло, да, прям. Раз 10 будет нормально.
Внимательно осматриваем пробку, в общем-то вынимаем ее редко, если нет каких-то криминальных заусенцев, зазубрин, буквально микроскопических парочка, то ставим обратно. Прокладка новая мне не понравилась, ставлю старую, в общем-то она тоже без дефектов. Все, закручиваем на место сливную пробку. Дотягиваем квадратом на 8 сливную пробку КПП. Аккуратно прикладываем усилия, если машина на домкратах. Стараемся, чтобы усилие было направлено не в стороны, а вперед либо назад, чтобы не сдвинуть машину своими усилиями с домкратов, иначе она на вас упадет, что будет печально. Обратите внимание, вот логотип ЗИК как на внешней стороне фольги, так и на внутренней, вот СК, да, многочисленные метки, и было подпаяно полиэтиленом дополнительно. Аккуратно отрывается, фольга никуда не попадет. Давайте попробуем. Так, покрывает прям пленкой палец, как наноперчатка. Удивительно, вот не знаю, конечно, на камере будет видно или нет. Не стремится стекать. Оно даже не то, чтобы какое-то густое, жирное или вязкое, оно вот просто прилипло, как если в клей макнуть. Ну, единственное, не твердеет, конечно, как клей, а прилипло и остается. На всякий резиночку заодно смажу, а то дури много, буду затягивать, чтобы не задралось на заливной пробке. И тоже вот прям отлично держится. Интересный состав. Далее сооружаем такую конструкцию. Вот мы через нее в АКПП заливали розовое масло ЗИК для автоматов АТФ. Надеюсь, ничего страшного не будет. Из-за того, что в наше брутальное КПП попадет немножко масла для автомата предназначенное. Значит, вот, очень удобно. Эта штучка сюда. А этот узкий носик отлично входит вот сюда вот. Вот видно, что он сел. Тут тоже сел. Сейчас мы пропустим всю эту конструкцию, ну, даже до упора, через подкапотное пространство. И как раз вот оно. Вот получилась у нас такая конструкция. Уходит в подкапотное пространство. Там он ничего ему не мешает. Сейчас будем сюда заливать. И вот так отлично как раз заходит идеально в КПП. Становим слив, когда масло начнет сочиться обратно. Да, автомобиль немножко приподнят, и уровень будет чуть больше, чем если бы он прям горизонтально стоял. Однако, по моему опыту, ничего плохого это в себе не несет. Чуть-чуть буквально можно превысить. Главное, чтобы не бурно текло, а небольшие потеки были, и закручиваем пробку, остановив заливку. Вот, собственно, и сам процесс заливки. Так вот аккуратно наливаем. И когда уже по объему залитого же будет понятно, что ближе к норме дела, напарник посмотрит, когда масло начнет потихоньку сочиться обратно. Ну и сейчас, конечно же, приглядывает, чтобы протечек не было при заливке.